Здравствуйте, друзья! Многие из вас просили меня показать, как я рисую северное сияние в открытом доступе. И в честь праздников я, конечно, не могла этого не сделать. Итак, я покажу вам, как я рисовала это сложное северное сияние. Полный урок с написанием гор и воды вы можете посмотреть в моей закрытой группе ВКонтакте по подписке. И также ВКонтакте вы сможете порисовать со мной более простые северные сияния. Я разбирала несколько различных видов и техник. Итак, давайте приступим. Hello, friends! In this video, I'm going to show you how I create the Northern Lights. You can watch the full lesson on my Patreon channel. Also on Patreon, you will find simpler sketches with Northern Lights. I will show you different techniques for writing the Northern Lights. Okay, let's start. Итак, я сделала карандашный рисунок и нанесла маскирующую жидкость на область наших будущих фонариков. I have made a pencil sketch and applied masking fluid. Я использовала маскирующую жидкость Daler Rowney и деревянную палочку-шпажку. I used masking fluid from Daler Rowney and just a wooden stick like this. После того, как моя маскирующая жидкость полностью высохла, я увлажнила изнаночную часть моей бумаги, как я делаю это обычно. Увлажняла около 5-10 минут. After I dried masking fluid, I prepared the back side of my paper. I wetted my paper about 10 or 5 minutes. Далее я накрою лист хлопковым полотенцем и уберу излишки воды и воздуха с лицевой части. And now I'm covering the face of my paper with cotton towel and I removed the excess water from my face and excess air. И сейчас я снова смачиваю верхнюю часть моей бумаги, закрывая горы. And now I'm wetting the sky part of my painting. I'm using a natural flat brush. Я использую для этого флет из козы. And let's start from the lightest part of the Northern Lights. И начинаю я с светлых участков нашего северного сияния. By the way, if you want to create some interesting effects, you will need salt. Забыла сказать, что вам пригодится соль, если вы захотите создать какие-нибудь интересные эффекты. Также меланиновая губка. Also, maybe you will need melanin sponge and palette knife. Ну и, конечно же, мастихин для процарапывания крыш, либо деревьев. Также нам понадобится белая гуашь. Also, we will need white gouache. В этом видео я буду показывать, как рисую северное сияние, используя плоскую кисть, натуральную и синтетическую. Раньше я рисовала китайскими каллиграфическими, но в этот раз будем использовать другие кисти. So, the Northern Lights, in this time I'm going to paint using just with flat brushes. Before I used to draw it just using Chinese calligraphic brushes, but now I'm going to use flat brushes. I'm going to use both natural brush and synthetic brush. И начну с плоской натуральной кисти и буду использовать изумрудный зеленый или phthalo-green. And I'm started from natural brush and I'm using emerald green or phthalo-green. Много воды, мало краски. A lot of water and less pigments. Теперь можно добавить желтый. Я добавлю индийскую золотистую или майскую зеленую. And now adding some May green or other yellow. И давайте будем оставлять белые участки между сияниями. And let's leave free spaces between colors. Just white paper.
и буду работать с сиянием, пока бумага влажная, пока бумага позволяет. And I'm going to work with the northern lights until the paper lets me, until the paper is wet. Можно добавить голубого или бирюзового. I'm adding turquoise color or some blue color, for example, cyan blue. Достаточно быстрые движения, как вы видите. We need to draw very fast strokes. Где-то кладу кисть плашмя, где-то ставлю на ребро. Somewhere I work with the enter surface of the brush. Somewhere I put my flat brush on the corner. Еще немного бирюзовый. Рисую не уголочком, а всей поверхностью кисти. Я сейчас попробую сделать завиток. Не знаю, получится он или нет, но давайте попробуем. I'm going to try to do the curl, but I'm not sure that it will be good later, but we will see. May green or other yellow. Все, давайте перейдем к синему. Я буду использовать темный синий. У меня темно-синий от Pinax Deep Blue. So now let's move on to the dark blue. I'm using Blue Deep or Deep Blue from Pinax. Я обычно не использую этот цвет, потому что он многосоставной, много пигментов в этой краске, но сейчас он мне как нельзя лучше подойдет. И я добавила немножко мадженты. And I added a little magenta. Я убрала все излишки воды. I removed most of the water from my brush. Еще раз убедитесь в том, что вы работаете полусухой кистью, и вся лишняя влага отжата. Также нам понадобится салфетка, я забыла об этом сказать. Но в описании это будет. Я покрываю горы. I also forgot to say that we will need a paper napkin. And I also cover in the mountains. Если сильно будет растекаться краска, как здесь, значит слишком много воды на кисти. Значит, надо брать меньше воды, гуще пигмент. If you see that colors spreading like over here, it means that too much water on your brush. You have to remove the excess water from your brush. Сейчас вы можете наблюдать интересный эффект, когда у меня на палитре не очень хорошо размешался темный синий и розовый хинкредон. И получилось, что они выглядят как бы раздельно. So, as you can see over here, the colors got separate. And it's interesting, good visual effect. Я продолжаю затемнять. Я оставила слишком много белого, надо его убрать местами. Перекрываю излишки белого. Here is too much white areas, and I'm covering it somewhere.
Сейчас я работаю ребром кисти. I'm using just corner of my brush. Возьму побольше синего и magenta. I'm adding more blue and magenta and continue to darken this, especially in the corners. В основном я работаю этой одной кистью натуральной, она около 20 миллиметров, наверное, обойдусь даже без синтетики. As you can see, I'm working just one brush. Такие кисти имеются у меня на сайте. You can also see this brush on my website. Мы должны следить, чтобы не высохла нижняя часть возле гор, так как мы должны будем ее протереть. И, как я уже говорила, приготовьте, пожалуйста, бумажную салфетку, чтобы она была под рукой. We're going to use napkins for create mountains. Но пока моя бумага все еще влажная, я могу продолжать работать над северным сиянием. Где-то детализирую, где-то затемняю и корректирую. So my paper is still wet and I can't continue to create the northern lights. Somewhere I add some details, somewhere I do darker. Но обратите внимание, при соединении желто-зеленого с синим получается не очень красивый такой сине-зеленый цвет. То есть старайтесь не соединять темно-синий и вот эту майскую зелень. Don't connect May green and dark blue because they make some not really clear tone together. It will be better to leave white paper between them. And now it's time for the mountains. И пришло время для создания горных вершин.